чего начать, чтобы более тонко разбираться в людях, отличать хорошего человека от паразита? Первое – это научиться быть спокойным. Когда вы спокойны, и ваше, скажем так, восприятие человека не замутнено, то вам легче определить, какой человек на самом деле, поскольку если вы сильно в приподнятом состоянии, у вас может быть эйфория. Вы не заметите того, что нужно заметить. Если вы расстроены, то вами могут, скажем так, крутить, да? То есть вами могут управлять, опираясь на ваше расстройство, под графом, например. Да? То есть первое – это научиться быть в ровном, спокойном состоянии, тогда, когда вы видите все, что человек делает. Что еще можно? Можно быть последователем какого-то либо знания, которое помогает видеть человека, да? Например, знание физиогномики. Да? То есть, конечно, можно подделывать физиогномику, например, как это делают артисты. Но если вы специалист в этой области по физиогномике, вы сможете определить, что из себя человек представляет по чертам лица, как он движет телом, как он движет определенными частями лица, опять же. То есть вы уже сможете определить. То есть если вы знаете астрологию, опять же, например, или какую-то подобную систему знаний, да, то есть вы можете увидеть по внешним данным, в принципе, уже можно сказать о том, как человек говорит, что он говорит, как он выражается, психотип человека, то есть какому он принадлежит знаку зодиака, какие у него склонности. Для одних людей выражение некоторых энергий является допустимым. Может быть, хороший человек иногда немножко, скажем так, ходит раж, а для других людей это не уже допустимые вещи, например, что допустимо для овна, то недопустимо уже для рыб, например, по проявлению. Зная, опираясь на какое-либо знание о человеке, вы опять же, например, астрологию, можете о нем уже судить, насколько он хороший или плохой, что он выражает. Например, как для ребенка допустимо выражение одних энергий, для взрослого недопустимо. Но нужно учиться быть тоньше, да? Чтобы быть тоньше, то есть надо развивать свои тонкие тела. Чтобы развивать свои тонкие тела, то есть развив здоровье, вы начинаете потихонечку развивать свою энергетику. Вы учитесь энергетической грамотности и энергетическим возможностям. Это, конечно, уровень кундалини-йоги. Занимаясь йогой, хотите не хотите, у вас будет расти чувствительность. На уровне пранаямы вы уже начнете чувствовать хороших плохих людей, хотите ли вы того или не хотите. Поэтому, чтобы научиться определять их, вы можете использовать многие механизмы. Самый, конечно, лучший механизм – это научиться считывать энергию человека. Да? Чтобы научиться ее считывать, то есть надо утончаться. Чтобы утончаться, нужно иметь здоровое тело, чтобы была достаточная энергетика, чтобы ваши, скажем, полевые системы, которые это определяют, имели достаточное количество, достаточную мощность и могли позволить себе это. В особенности, когда вы находитесь, предположим, идете, если не в толпе, то там, где много людей, чтобы вы могли, например, в объеме, 5 метров, 10 метров или больше определять потенциальную опасность. Да? Поскольку, когда приходит плохой человек на полевом уровне, то есть его почувствовать достаточно просто. Даже если он хочет из себя что-то устроить, улыбается, все равно это на уровне энергетики будет чувствоваться. Это будет накладываться, конечно, и другие проблемы. Человек больной, да? То есть это тоже будет создать определенный фон. И больной человек может казаться, на первый взгляд, плохим. Но, как правило, плохие люди, они начинают болеть. Это очень-очень-очень часто связано. Самый лучший способ научиться отличать хорошего человека от плохого – это научиться быть тонким, то есть научиться чувствовать, научиться считывать энергию. При сильной энергетике это будет очень хорошо работать. То есть это, в общем-то, самый эффективно работающий метод. Есть методы, например, магии, которые помогают это делать, да, в бытовой магии, например. То есть, например, мантра, сказав которой, человек начинает выражать уже, люди на определенном расстоянии от тебя начинают выражать определенные энергии. То есть то, что человек есть, то он начинает из себя выражать. То есть он не прячет, а выражает. То есть это называется раскручивание ритмов определенных. Это обычно длится какое-то время. Мантры просто так же дать нельзя, поскольку их могут использовать и люди, которые далеки, в общем-то, от принципов совести. Вообще в каждой традиции духовной они есть. В йоге есть определенные мантры, есть общепринятые мантры, которые всем даются, и закрытые мантры, которые воздаст грандмастер йоги или учитель, когда вы до определенного уровня доходите. Да? То есть есть мантры, которые начинают в пространстве
прояснять все наиболее сильные явные вещи, в том числе и плохого человека. На полевом уровне плохой человек является нарушением баланса пространства, и вы начнете видеть ее сразу. Это вроде того, как если в лес, где живут травоядные животные, входит волк, например, там, или медведь, ну, хищник, скажем так. Поэтому есть несколько разных путей, то есть путь для ума и путь для, скажем, для интуиции, для чувственного механизма. Чувственный механизм очень большой, то есть от астрала до каузального какого-нибудь там тела, поэтому развитие любых из этих тел позволит вам эти вещи чувствовать. Самый лучший способ – это становиться тоньше. Помните, что если вы становитесь тоньше, у вас должна быть сильная энергетика. Сильную энергетику поддерживает какая-то хорошая физическая практика. Сильная чувствительность, она даст обратную сторону, то есть вы будете болезненно воспринимать все неприятное. Поэтому самый лучший способ – это увеличивать свое здоровье, усиливать свое здоровье и увеличивать свою тонкость, умение тонко чувствовать. И это будет самый лучший способ. Вообще, конечно, знание, да, когда вы знаете о человеке, знаете физиогномики, знаете о том, почему человек так выглядит, почему он так идет, почему он так смотрит, почему он так одевается. Очень много вещей о том, что человек делает, чем он человек является, можно увидеть потому, что вокруг него происходит. Большая очень тема, и, в общем-то, два совета. То есть это идите путем знаний, и знания вам покажут. Это пишут человеку, потому что каждый человек – это огромный источник информации, которая в нем записана. Как бы человек не прятался, она все равно у него видна. Второе – это развитие интуиции и умений, основанные на уровне интуиции. Благодарю, Григорий. От себя добавлю, если пока, может быть, еще не сложилось понимание, как это делать методами более тонкими, разговаривайте с человеком, как он живет, где работает, почему именно там, нравится ли ему его работа, что он думает о своем начальнике, есть ли у него семья, как он относится к супруге, как он относится к ее родственникам, как он решает конфликты, как он вообще себя ведет в более сложной ситуации. И очень много чего выплывет на поверхность. Разговаривайте с человеком, задавайте ему вопросы, не самовыражайтесь рядом с ним. Вот он сел, сейчас я расскажу о себе. Поговорите о нем. Это правило поможет вам чувствовать себя безопасным. То есть это минимальное, что надо делать, разговаривать с человеком о нем, чтобы у него не было времени, если этот человек малоадекватный, делать с вами плохие вещи. Потому что когда он отвечает, он сконцентрирован на своем ответе. Это простое правило, потому что если у человека серьезные демонические сущности овладели его телом, то вы хоть разговариваете с ним, хоть разговариваете с собой, где его демонические сущности, если вы вошли в соприкосновение с этим человеком, поддерживаете отношения, то они сделают все, что нужно сделать с вами. И разговоры никак не помогут. Сейчас покажу экран. Посмотри, сколько видео у нас есть на канале YouTube. Если набрать в поисковой строке «Паразиты. Разумное человечество», посмотри, какое количество видео можно посмотреть, где Григорий уже неоднократно рассказывал, что нужно делать. Избавляемся от паразитов сознания, спасателей паразитов. Чем нам служат паразиты? Отследить паразитов. Медицина, государство, образование, церковь, паразиты или полезные. Бизнес паразитов. Это поможет.